Приветствую, друзья, на канале Каска. В сегодняшнем видео мы с вами подробно рассмотрим оптимальные настройки графики для Apex Legends. Я разобрал каждый параметр по полочкам и протестировал в паблике. Простите, тиммейты, за АФК игру, но это было во благо. Самое главное, что данное видео руководство будет актуально в этом и во всех последующих сезонах. Я не думаю, что в Apex что-то будет меняться с точки зрения графики. По-моему, с релиза игры в этом плане все стоит на месте, кроме Nvidia Reflex и DirectX 12. Ах да, простите, куда-то делся Ragdoll. Но не до конца, чуть позже расскажу. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, быстрая полезная рекомендация для тех, кто страдает от высокого пинга, и начинаем. Многие спрашивают, как получить наилучшее соединение с сервером. Не считая переезда в другой город, есть более простой вариант, и это Gear Up Booster, который понижает пинг непосредственно в самой игре, не затрагивая всю вашу систему. На борту еще имеется и антипакет Loss, обеспечивая минимальную потерю пакетов. Можете сравнить с включенным Gear Up и выключенным. Результат вас порадует. Также Gear Up идеально подходит для серьезных компетитив матчей. Поддержка от eSports команд не даст соврать. Поэтому насчет банов можете не переживать. Gear Up не затрагивает игровые файлы. Переходите по ссылочке в описании и качайте Gear Up Booster для решения проблем с высокой задержкой и потерей пакетов. А по моему промокоду можете получить бесплатную пробную версию. Поэтому бустите свое соединение и обязательно напишите, насколько у вас снизился пинг с Gear Up бустером. Начнем с основных настроек графики. Сглаживание устраняет зазубренные линии, делая объекты более гладкими. На мое мнение, из-за выключенного сглаживания вы можете частенько терять фокус вот из-за этих блестков. Тем не менее, переход с выкл на TSAA единственный вид сглаживания, который присутствует в игре. Скушает не более 2% производительности. Подсказать что-то конкретное не смогу. Все зависит от вашей привычки и разрешения экрана, где на более низком разрешении TSAA будет вызывать эффект мыла. Качество текстур отвечает за детализацию очень многих объектов, где данные параметры вы можете гибко настроить под свою систему. Но если был бы от этого смысл, потому что каждый переход не влияет ни на FPS, ни на визуал, только если мы выберем нет. В таком случае все текстуры превратятся в пюрешку или потеряют свою детализацию. Приросток производительности мы получим тоже немного, около 4%. Если у вас действительно слабая система с ограниченным объемом видеопамяти, выбирайте пресет нет. Для всех остальных рекомендую очень низкое качество. Фильтрация текстур улучшает детализацию текстур при просмотре под углом. В динамике заметить какие-то изменения навряд ли получится. Можно смело сказать, что на игровой процесс данный параметр не сильно влияет. Я рекомендую билинейную фильтрацию. Но если мыло на земле не дает вам покоя, ставьте анизотропную фильтрацию 2х. Качество рассеянного затенения дает более точное затенение в областях, где объекты или поверхности соприкасаются друг с другом. Низкое, среднее и высокое качество только повышает разрешение уже имеющегося SSAO. При желании его также можно и отключить. Каждый переход скушает от 3 и до 6% производительности. Все зависит от локации. Для лучшей видимости FPS я рекомендую выключить. Охват теней от солнца отвечает за разрешение теней конкретно от самого солнца. При этом некоторые из теней на низком качестве могут и вовсе пропасть. Касаемо FPS, при переходе с низкого качества на высокое мы можем потерять от 1 и до 4% производительности. Как и в предыдущий раз, многое зависит от локации. Детализация теней солнца отвечает за детализацию теней на расстоянии. На низком качестве мы заметим, как некоторые тени прорисовываются прямо на глазах. Высокое значение хоть и убирает данный дефект, но никак не улучшает качество детализации некоторых теней. Мы заметим изменения только при значительном приближении. В среднем потеряем 2% производительности, но в некоторых местах процент может вырасти и до 6%. Детализация теней точечные. Также само отвечает за детализацию теней на расстоянии, но только уже от искусственных источников света. Каждый последующий переход повышает разрешение уже включенных теней. При желании можем отключить все это добро и обратить внимание, что переход с выкл хотя бы на низкое качество включит не только некоторые из теней, а где-то и вовсе новые объекты. Тем не менее, переход с выкл на высоко скушает около 1% производительности, а очень высоко и максимально
скушают еще дополнительных 2-3%. Но не всегда, только там, где задействуется детализация теней. Также обратите внимание на видеопамять. Максимальное качество скушает более 1 ГБ VRAM. Рекомендую выключить данный параметр графики. Объемное освещение вызывает эффект бликов в игре, из-за чего может ухудшиться общая видимость. Так еще и скушает лишние кадры. Я рекомендую выключить. Динамические тени точечные определяют, могут ли перемещаться источники света. Звучит вроде как все логично. Любые тени от искусственного света станут динамическими. Для того, чтобы не было лишних вопросов, нам нужно для начала включить детализацию теней точечные. Как и говорил ранее, этот параметр отвечает за тени от источников света. То, что нам нужно. Но конкретно динамические тени от искусственного света в игре попросту отсутствуют. Это можно увидеть через тень на гранате. Снаружи она есть, где источник света солнце, в помещении нет. Можем воспользоваться манекеном. Вот как раз отличный пример, где источник света солнца проникает прямо через окно в помещение. Тень есть и она динамическая. А вот у этого манекена, где искусственный источник света, тени нет. Ни динамической, никакой. И для того, чтобы закрепить вышесказанное, вот наглядный пример с движущейся мишенью. Тени также отсутствуют. Попытался поискать на западных форумах. Никакой подробной инфы не нашел. Думал, может, перевод неправильный. Переключился, все оказалось верно. Возможно, где-то я ошибся. Кто знает, напишите. В общем, рекомендую данный параметр выключить. Смысла никакого нет. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании. Далее у нас качество моделей, которые отвечают за детализацию объектов. Очень сильно влияет на визуал. Изменения затрагивают практически все объекты, в том числе и скалы. По производительности здесь снова же многое зависит от локации. Иногда каждый переход скушает по 2%, а бывает такое, что и все 10% не за горами. Я рекомендую низкое качество, так как эти качели с FPS могут негативно повлиять на вашу игру. Детализация карты отвечает за наполнение различных декораций. Камушки, цветочки, очень много цветочков. Выглядит прикольно. Старичкам побегать и поудивляться новым объектам можно, но не более. Это непрактично. Так еще и потеряем порядка 4% производительности. Рекомендую низкое качество. Качество эффектов должны отвечать за детализацию различных эффектов. Возможно, что-то типа частиц, так как описание говорит о взрывах. В любом случае, по моим тестам, разницы по визуалу или по FPS никакой нет. В игру перезаходил. Я рекомендую низкое качество. На всякий случай, вдруг во время замесов где-то там что-то изменится. Следы ударов, как вы уже могли догадаться, отвечают не за физические удары, нанесенные кулаком, а за отображение следов от пуль. На FPS никак не влияют. Но я не думаю, что это может как-то зарешать. Рекомендую выключить. Физику тел, как я понимаю, убрали. За патчами игры не слежу, но с этим параметром творится что-то неладное. При заходе в игру, если быстренько отправиться в настройки графики, то физика тел спокойненько так себе будет там почивать. Стоит только выйти из настроек и снова зайти, параметр пропадет. Ну и наконец, что же все-таки выбрать? DirectX 11 или DirectX 12? Я не знаю, как будет работать DX 12 на процессорах и видеокартах старого поколения. Но вот если посмотреть на мой пример, что видюха уже достаточно старенькая, а проц относительно свежий. Разве что чуть-чуть уже начинает попахивать. Тем не менее, DirectX 12 работает в разы лучше DirectX 11. Огромный прирост по производительности. Но не всегда, как мне показалось, такой же стабильный фреймтайм. Однозначный совет дать не могу. Во всяком случае, попробуйте эти два API. Оптимизированные настройки графики на вашем экране.
А теперь подытожим выше проделанные манипуляции. Многие настройки графики в Apex можно выключать без особых проблем, не переживая о том, что глаза будут резаться об острые углы. Как вы видите на экране, графические изменения не такие существенные, зато дают просто колоссальный прирост по производительности. Надеюсь, ролик был для вас полезным, и если это так, попрошу оценить его лайком или дизлайком и подписаться на канал, но только в том случае, если вам действительно понравился данный контент. Ссылочки на мой Boosty и нашу телегу, где мы постоянно общаемся и решаем различные проблемы, в описании. Плюс не забывайте за Gear Up Booster. Возможно, кому-то действительно поможет решить какие-то проблемы с пингом. Лишний раз не переплачивайте. Если есть способ проверить бесплатно, почему бы и нет. Желаю вам высокого FPS.